Всем привет, я Макс Асабин. Недавно в своих соцсетях я попросил вас скидывать ваши скриншоты из игр, чтобы использовать их в своем новом формате видео. Вот он, этот формат, если что. Задумка была такая: я выбираю что-то из этих кадров, не обязательно самое красивое, скорее то, в чем я вижу потенциал по доработке или переработке. Таким образом, в рамках одного выпуска я хотел взять несколько кадров и какие-то обработать понемножку, а один переделать кардинально. Естественно, начал я с самого сложного, и работа получилась такой объемной, что заняла весь выпуск. Так что следующие скриншоты пойдут на следующий выпуск. Если, конечно, этот формат вам вообще зайдет и будет большая активность. А сегодня я взял за основу вот этот кадр из Геншина, который прислала Катя Форели. И давайте не будем затягивать со вступлением. У нас тут слишком много скульптинга, который нужно успеть показать. Для основы горного острова, островных гор, я взял пресет рандомного рельефа из блендеровского плагина ANT Landscape. Удобная штука, всем советую. Впрочем, в процессе скульптинга я изменил все до неузнаваемости. А точнее, до узнаваемости оригинального скриншота. Да, в процессе работы я очень много разрывался между желанием повторить мельчайшие детали и пониманием, что это занимает достаточно много лишнего времени. Ну, вы знаете, меня хлебом не корми, дай поскульптить. Пластилиновые флешбеки из детства не отпускают. Блендер тут у меня, как всегда, разделен на два окна. Вон в том правом выставлена камера, что позволяет удобно отслеживать правильность рельефа. К слову, раз мы занимаемся вот этим вот всем, вам наверняка интересно, вы хоть сделайте вид, что вам интересно. Почему именно Геншин? Если вы не новый зритель, то наверняка в курсе про мою серию фэнтези-артов. И когда я только начинал работу над ней и постил процесс скетчинга в ТикТоке, он чудесным образом привлек большое количество аудитории Геншина. Оказалось, что эти скетчи многим напоминали локации оттуда. Особенно вот это. Было куча комментов, что это похоже на логово, бури, что-то там. Вам виднее. Как вы догадались, в Геншин я никогда не играл. И знаю его только по стримам, которые я смотрю, и на которых он иногда мелькал. Да и в целом все, что я знаю, то, что это очень красивая игра с гача-механикой. Хотя ни на одном скрине я не видел Нурминского или Гелики. А когда я начал гуглить пейзажи и концепты, разнообразие и стиль меня, конечно, очень впечатлили. Собственно, с тех пор у меня и зародилась мысль попробовать сделать арт не на основе собственного скетча, а на основе пейзажей из Геншина. Так что вся эта рубрика своим существованием обязана именно этой задумке. В следующих выпусках, если они будут, я поработаю с другими играми, но я просто обязан был начать именно с Геншина. И, наверное, важно отметить, что я не позиционирую это как улучшение скрина, так как Геншин и так прекрасен в своем стиле. И в рамках этого стиля лишняя детализация и реалистичность в принципе не требуется. А в своем арте я хочу лишь взглянуть на этот сеттинг под другим углом и в другом стиле. Закончив со скульптингом, я добавил еще немного песочных берегов и летающих камней, расположение которых, конечно же, тоже более-менее повторяло исходный скрин. Я нацепил HDRI-карту с закатом и утянул цвета в фиолетовые тона. Для большей фактурности света добавил дополнительные источники. И перешел к настройке шейдеров. Давайте покажу, какими нодами я настроил все это. Итак, здесь у нас набор PBR-текстур для камня. Пока что все просто. Здесь он уже миксуется с другим набором текстур для земляного берега. А для распределения этих текстур при смешивании я создал такой набор нод, совместив разные данные о геометрии. Таким образом, карта распределила земляную текстуру в черных областях, а каменную в белых. Но мне этого мало, и я добавляю еще шейдер. Такой вот простенький белый для снега. Но вот набор нод для его распределения чуть посложнее. Здесь я ограничил черную область для снега не только сверху, чтобы создать переход к камням, но и снизу, чтобы там проявлялся берег. По итогу я получил вот такой рендер. А также карту глубины, чтобы пользоваться ей для всяких туманистых вопросов. Пришло время фотошопа. И сперва я подобрал для всего этого дела стоковые фотки. Итак, небо встало просто отлично. Добавляя драматичности, прорисовывая больше розовых засветов от солнца. Для этого использую как кисть для дыма, так и обычную мягкую круглую. После цветокора мне уже все нравится, и на мой вкус я бы оставил небо почти без изменений. Но для большей схожести со скрином нужно сильно его смягчить, и я замазываю его дымкой в закатных тонах.
и использую кривые, у которых в маске находится карта глубины, для создания воздушной перспективы. Также рисую больше отцветов солнца на облаках и корректирую цвета. На самом деле я очень долго возился с цветокоррекцией, и в какой-то момент корректирующих слоев стало слишком много. Мой вариант оказался чересчур насыщенным, и когда я пытался избавиться от этого, все становилось каким-то неприятно грязным. Я пытался решить это все и большим контрастом между фоновым светом и тенями на рельефе, и очень точечной работой над отдельными цветами. Не уверен, остался ли я доволен тем, что получилось на тот момент, но нужно было как-то двигаться дальше. В общем, тут я сильно отступил от своего стандартного порядка работы. Обычно всю работу с цветом и светом я оставляю напоследок, но тут хотелось сразу понять, насколько удачно я смогу найти компромисс между похожестью и уместностью в реализме. Отсюда же и проблемы с ближним планом. Не подумайте, исходники встали на удивление удачно. Их легко было совместить друг с другом и подтянуть под любой ракурс. Разве что я прорисовал им более фактурный силуэт на верхнем крае, взяв за основу другое фото. Но реализовать вот этот синий цвет – та еще проблема. Честно говоря, я даже не до конца уверен, чем он обусловлен в игре. То ли просто трава такого цвета, то ли это что-то светит на нее. Даже если верный первый вариант, я решил больше склоняться ко второму. Впрочем, не сказать, что у меня получилось, и это в итоге стало выглядеть именно как свет. Тогда, впрочем, какая разница? И зачем я вообще задавался этим вопросом? И зачем вообще все в этой жизни нужно? А чтобы это не просто напоминало оригинальный скриншот, а еще и выглядело как-то более-менее эстетично, я добавил дымки позади обрыва, немного выделив и отделив его. Сейчас ближний план слишком пестрит детализацией, и я спрятал траву, надымив по краям. Не вырывайте эти слова из контекста, пожалуйста. В общем, я сильно смягчил края, оставив детализацию травы только там, где важен акцент на будущем персонаже. По крайней мере, книжки, которые я сейчас пытаюсь изучать, закрывая огромную дыру в своих знаниях композиционных правил, говорят, что это важно. Теперь, когда берег добавлен, я снова возвращаюсь к фону, чтобы все вместе это смотрелось более целостно. В основном это снова работа с воздушной перспективой, всякими засветами, тенями и так далее. И теперь мы можем перейти к воссозданию героини. Я не стал располагать ее в центре, потому что опять-таки композиционно, кажется, для нее просится место именно справа. Я совместил две стоковые фотографии, они хорошо подходили к задуманному ракурсу, но, по-моему, не совсем хорошо сочетались друг с другом в плане анатомии. Еще в процессе подбора стоков я проверял, можно ли это как-то исправить, но выходило только хуже, а потом я вспомнил, что там все равно все будет закрыто бантом и платьем. И я спокойно выдохнул. Хорошо, когда пробел в знаниях анатомии можно перекрыть одеждой. Ее я просто рисовал поверх, отчасти используя оригинальные формы тела. Да, я решил не утруждать себя поисками стоков с какими-то похожими элементами одежды. Нарисовать все для меня гораздо интереснее, проще, да и процесс выглядит приятнее. Для референса я взял еще и ракурс другого скрина. Хотя с этих рефов, конечно, нельзя разглядеть всю одежду детально. Наверное, стоило погуглить или спросить у Кати, но я решил воспользоваться своим абсолютным незнанием всего контекста и взять на себя смелость интерпретировать и реализовать всю одежду так, как я вижу ее сугубо по двум скринам. Конечно, рисунок узоров, например, разглядеть невозможно, и я выдумал его из головы, но какие-то основные элементы вроде понятны. Забавное же испытание для самого себя. А потом уже от вас узнаю, что это за персонаж, загуглю и сравню, насколько сильно я промахнулся мимо канона. Хотя, есть ли вообще канон? Честно говоря, я не знаю пока что даже этого. Может быть, персонаж и костюм кастомизированы вручную? А там вообще есть кастомизация костюмов? И вообще, кто эта девушка? Возможно, она воевала за меня, а я даже не знаю ее имени. В общем, так много вопросов и так мало ответов. Схема прорисовки одежды у меня одна. Сперва я сплошным цветом рисую силуэт, стараясь, чтобы уже на этом этапе мне нравилась его форма. Затем уже добавляю цвета, какие-то элементы дизайна, тени и свет. Вообще, в последнее время мне все больше нравится процесс работы с персонажами и костюмами. Конечно, тут героиня не на первом плане и детализировать сильно не получится,
Но все же каждый, наверное, кто даже на начальном уровне пытался заниматься этим, понимает, какой кайф придумывать и вырисовывать все эти мелкие детали. Швы, прорези, складки, ремешки. Думается, нужно попробовать сделать какое-то полноценное видео с созданием и проработкой оригинального персонажа. Как считаете? Хотя, боюсь, там нечего будет рассказать о процессе. Ну вот, как сейчас. Вы же видите, я просто рисую. Вроде все достаточно очевидно и без моих комментариев. Хотя, может быть, вам вообще не так важно, чтобы я описывал именно процесс. А так, лишь бы что-то бубнил там на фоне. Эй, вы меня там вообще слушаете, а? Ладно, пойду схожу за водичкой. Ой, я вернулся, а тут чей-то лайк под видео стоит. А, это мне? Не стоило, но спасибо. С прической, как мне показалось в процессе, особо не возникало проблем. И форма хвоста вроде бы получилась удачной, и фотки для детализации легко легли поверх, и оттенки для перекраски выглядят достаточно подходяще. Но когда я закончил с прической, я понял, что она больше похожа на парик, чем на родные волосы. Ну и вот эти вот розовые веревочки повсюду. Честно говоря, я понятия не имею, каким элементом одежды они там должны быть прикреплены. В принципе, все элементы прорисованы. И под конец я просто финально пробегался по всему костюму, дорисовывая тени, объем, мелочи, о которых забыл, края, складочки и очень много света, приводя все к какому-то готовому и целостному виду. После этого для удобства я слил все на отдельный слой и уже как готовый объект вписывал в фон, рисуя тень под ногами, перекрывающие травинки, подгоняя размеры и расположение, приглушая цвета в розовые тона, добавляя дымку и теперь уже рисуя свет, идущий конкретно от взаимодействия с миром. Розовый и фиолетовый от неба, синий от травы и яркий контровый свет. И теперь все готово. Подождите. Внезапно захотелось еще чуть порисовать поверх гор, чтобы нарисовать на них складки, чуть больше похожие на оригинал. Все, теперь работа готова. А вот так она выглядит в сравнении со скриншотом. Пишите в комментах, как вам такой альтернативный взгляд. И надеюсь, что видео вам понравилось, и вы поддержите его лайками, комментами и вот этим вот всем. Для таких экспериментов это очень важно, и если видео зайдет, может быть в следующем будет ваша любимая игра. А вот этим вот ребятам, знакомьтесь, это мои патроны, хочу выразить огромную благодарность за финансовую поддержку. Для вас, как всегда, скоро отгружу PSD-шник и полное видео с этой работой. Приятного вечера!